Итак, друзья, приветствую вас. Сегодня у нас в гостях Никита Ледовский, меня зовут Андрей Болонин, и сегодня мы постараемся раскрыть тему, что происходит с людьми, которые приходят к нам на обучение, которые хотят, в принципе, в конечном итоге научиться работать с PHP, с веб-разработкой, да, и найти работу, зарабатывать этим деньги. Хорошо, расскажи, как вот мы с тобой начали работать в сентябре, расскажи, как все начиналось, то есть, до этого момента, как у тебя вообще была жизнь складывалась, то есть твой обычный какой-то день, неделю или средний месяц? До этого я учился в колледже, я думал, что образование таки что-то даст, что я смогу устроиться, что я буду востребован на рынке. Переломным моментом стала моя первая работа. Я работал официантом в неком заведении, и с того момента я понял, что я не хочу так работать всю жизнь, что мне интересна более благородная работа, где больше платят, и, соответственно, я работать буду не руками и ногами, а умом все-таки. Головой. Да, головой. И мне стало интересна именно разработка, именно веб, потому что я с ним уже сталкивался, и мне это было довольно интересно. Я понял. Хорошо, окей. То есть ты учился, получается, ты учишься еще на втором курсе, если я не ошибаюсь? На выпускном уже, на четвертом. На четвертом, да, на четвертом курсе, и тебе 18. Да. Окей, хорошо, теперь давай представим, что сейчас... Немножко еще раз перенесемся вперед. Что сейчас у тебя есть? На данный момент ты... Давай так, даже расскажи, что произошло в последние пару дней, что, скажем так, какой результат ты давно ждал и что произошло? Вот буквально вчера я общался с ребятами, собеседование было... Мне предложили, мы обговаривали варианты работы, и мне предложили работу на удаленной основе и с заработной платой, которая больше, чем я ожидал. То есть они мне предложили больше, чем я, скажем так, попросил. И я этого оффера довольно-таки давно ждал, и этой новости я очень рад. Хорошо, окей, без эмоций, все нормально, да. Смотри, а теперь давай вот представим, что ты вот того Никиту, который был в сентябре месяце, со своей текущей колокольни, и попробуем разыграть, не разыграть, а вот пройтись по всем этим этапам, через которые ты прошел, да, и сложности, те, которые ты испытывал, мысли, ты там думал, что, как мне это все достало, типа этот код, который, я же пишу правильно, почему он не работает, классика жанра, да. И расскажи просто свои эмоции, поделись чем-то, что происходило с тобой внутри за все это время. Изначально, как и всегда, было очень сложно, разговаривали абсолютно на разных языках, то есть я не понимал многих таких специфических слов, Symfony, Frame, что это такое, я этих слов не знал. Когда потихонечку начал въезжать, то было сложно. Были опять же мысли, да какого черта, я же правильно все написал, оно не работает. И, были, конечно, мысли, да, может, нафиг его, пойду поучусь. Да, уже официант не такая плохая. Да, не так уж и плохо. А потом все-таки решил, коль начал, надо уже закончить и дальше развиваться. И, было сложно во все въехать, то есть втянуться, и как ты правильно говорил мне тогда, главное начать, чтобы мозги перестроились и начали работать. Буквально спустя первые 1,5 месяца, даже 2 месяца, мозги немножко начали по-другому работать, и при возникновении какой-то проблемы было не «Андрюха, помоги», а разбирайся сам, гугли, у тебя есть Google, ты сможешь все сделать сам. То есть уже какие-то появлялись альтернативные варианты решения проблем, стало проще, то есть уже было конкретное развитие. То есть ты начал ощущать какие-то результаты, которые на первом этапе для тебя были сложно ощутимы, скажем так? Не то, что даже сложно ощутимы, они были где-то на уровне что-то типа небес. До этого ничего себе, прям такие вещи делать. То есть, потом уже после первых успехов, то есть почувствовал в себе какую-то силу, придала некой уверенности, и дальше уже было проще.
здорово, хорошо. А теперь давай подумаем. Получается, вначале был этап, когда когда ты проходил обучение именно, по техническим нюансам, да, и потом был этап конечный, когда ты начал процесс, написания резюме и общения с работодателями. Вот что здесь на этом этапе было для тебя самым сложным? И что, наверное, повлияло, переломный момент, что дало все-таки позитивные результаты? То есть что для тебя было самым ключевым моментом, что вот же оно, вот так нужно делать, и тогда это работает? Естественно, было сложно на первых собеседованиях, тряслись руки, ноги тряслись, было реально стрёмно, очень страшно было, что незнакомые люди спрашивают тебя, во многом незнакомые тебе вопросы. Незнакомые люди, незнакомые вопросы. Да, и как-то было сложно. То есть главное, что я для себя понял, это, как ты мне правильно тогда говорил, это умение себя правильно продать. То есть по факту уровень моих знаний был достаточным, но я себя не мог правильно продать, преподнести, показать. И если бы у меня этот навык был бы изначально, то есть я бы знал, что хотят люди услышать, что им нужно рассказывать, как правильно выявить их потребность в человеке, то тогда бы, наверное, процесс пошел бы быстрее. Пока не было опыта, не наработал этот навык, и опыта не было общения на собеседовании, то было сложно, трудно. Я понял. Хорошо, смотри, а если посмотреть, ты же учишься в колледже, и у тебя есть, ребята, грубо говоря, да, то есть примерно твоего возраста, которые, особо свою жизнь там, не то что не меняли, да, это такое слишком... Но их устраивает вот такая вот. Они не заморачивались, так как ты, будем называть это так. Чтобы, во-первых, изменилось ли, наверное, у тебя с ними общение, и как ты, стал ли ты смотреть как-то по-другому, и что бы ты порекомендовал, возможно, такому же парню, который сейчас сидит, смотрит нас и думает, этот чувак, он смог, у него получилось. Да, он, наверное, много работал, и, но, наверное, это будет стоить того, особенно через полгода или дальше. Что бы ты посоветовал, и как твои отношения поменялись? Отношения изменились, мне попросту стало неинтересно с ними общаться, поскольку после того, как ты понимаешь, что время стоит каких-то денег и на этом времени можно что-то зарабатывать, разговоры о той же доте или КС становятся как-то неактуальными. И понимая, сколько времени было убито на то, что не имело смысла, и что в итоге не принесет ни прибыли, ни какой-то квалификации, то становится немножко грустно. Посоветовать я бы хотел просто начать что-то делать, заниматься. То есть я не какой-то там особенный, то есть у меня нету каких-то сверхнавыков. Я абсолютно такой же, как и все чувак, просто я задался целью, что мне это хочется, мне интересно. Меня, конечно же, как и всех, привлекали деньги. Естественно, у меня был какой-то интерес к этой сфере. И, дальше работать. То есть, главное брать и делать. Не думать, а брать и делать. Здорово. Хорошо. В принципе, я думаю, что, наверное, все. Никит, спасибо тебе большое за это интервью. Я надеюсь, что, возможно, через пару-тройку лет мы запишем еще одно, в котором ты похвастаешься еще лучшими результатами. Но на сегодняшний день это, наверное, лучшие результаты, которые можно было бы ожидать в этот промежуток времени. Спасибо тебе. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Увидимся.